Привет, друзья! В политических кругах Берлина сейчас очень напряженная ситуация. Если взглянуть на свежий рейтинг, цифры выглядят крайне тревожно. Работу Фридриха Мерца одобряют около 20% граждан. Вдумайтесь, значительная часть жителей страны выражает недовольство тем, куда движется Германия. На этом фоне альтернатива для Германии не просто набирает поддержку, а выходит в лидеры опросов с заметным отрывом. По сути, сегодня это одна из самых обсуждаемых политических сил в стране. Один из авторитетных экспертов Германии, глава института Инса Герман Бинкерт, в своих последних оценках проводит довольно жесткую параллель. Он считает, что нынешний союз ХДС, ХСС и социал-демократов все больше напоминает светофор 2.0. Те же ошибки и схожие управленческие проблемы, которые уже вызывали критику ранее. Главная причина падения рейтингов, по мнению Бинкерта, в том, что Фридрих Мерц не оправдал ожиданий части избирателей. После выборов у него был высокий уровень доверия, но он снизился на фоне спорных решений. Один из ярких примеров – это атомная энергетика. Значительная часть сторонников ХДС, Христианско-демократического союза, выступает за возврат к мирному атому, рассчитывая таким образом сдержать рост цен на электричество. Однако Фридрих Мерц в определенный момент заявил, что это невозможно. Такой вот разворот вызвал заметное напряжение внутри политического лагеря. Сейчас этот конфликт все чаще выходит в публичное поле. Мы с вами наблюдаем открытую конфронтацию. Министр экономики Катарина Райхе вступила в жесткую дискуссию с министром финансов и самим канцлером. Хотя изначально представители правительства заявляли о работе как единой такой команды и намерении избежать публичных споров, которые ранее вызывали недовольство у их избирателей, Бинкерт подчеркивает важный момент. Разногласия – это нормальная часть любой коалиции, поскольку у партий разные позиции. Но когда споры затягиваются и не приводят к решениям, избиратель начинает терять доверие. Люди все чаще воспринимают происходящее как такой затянувшийся конфликт, а не как последовательную работу, и именно поэтому поддержка правительства Мерца постепенно снижается. И я хочу вас спросить, как так вышло, что опытные политики из ХДС и СДПГ снова сталкиваются с теми же проблемами, что и их предшественники из светофора? Ответ экспертов сегодня звучит довольно-таки жестко. По мнению Герман Бинкерт, проблема заложена в самом фундаменте этого союза. Похоже, что перед тем, как договориться о своей коалиции, партии не до конца проработали главный вопрос. А вообще, способны ли они эффективно управлять страной вместе при таких разных позициях? Предварительные консультации и сами переговоры, по оценкам экспертов, оказались недостаточно глубокими, и сегодня тот курс правительства выглядит просто нестабильным. Решения часто меняются, и многим сложно понять общее направление. Особенно острая критика звучит в адрес экономических инициатив Фридриха Мерца. Его, помните, предложения, такие как скидки на топливо или обсуждаемый бонус в ту же 1000 евро, часть аналитиков рассматривает как краткосрочные меры, которые вообще не решают системных проблем. Да, любые реформы всегда вызывают споры, это нормально, но здесь ситуация совершенно иная. Значительная часть граждан просто не видит ощутимого эффекта. Если вдуматься, то эти 1000 евро или временная скидка на заправках выглядит ограниченной поддержкой на том фоне текущего уровня всей инфляции и стоимости жизни. Бинкерт открыто сомневается в долгосрочной эффективности таких шагов. Это воспринимается как попытка временно смягчить недовольство вместо запуска более глубоких изменений, которые могли бы поддержать всю промышленность. Пока люди на себе не почувствуют устойчивых перемен в своих доходах и расходах, разовые какие-то меры вряд ли смогут существенно изменить уровень доверия. Ситуация еще обострилась до того, что в политических кругах все чаще обсуждают сценарий возможного вообще распада коалиции. Если социал-демократы решат все-таки выйти, останется вариант правительства меньшинства под руководством блока ХДС-ХСС. А это в свою очередь означает, что каждое решение придется согласовывать
с другими уже партиями, что значительно усложнит процесс, как вы понимаете, принятия законов. Но несмотря на все слухи о возможном досрочном завершении этого союза, экспертное сообщество пока не спешит ставить крест на кабинете министров. Герман Бинкерт считает, что ситуация для партии не настолько критична, чтобы СДПК уже прямо сейчас выходила из коалиции. Все участники процесса слишком глубоко вовлечены в управление, и добровольный уход означал бы для них серьезные политические риски. Однако в кулуарах Берлина, в том числе со стороны тяжеловесов вроде Петера Альтмайера, все чаще звучит один вопрос: дотянет ли это правительство до конца своего срока или повторит судьбу прошлого светофора? На практике коалиция уже сталкивается с заметным снижением своего доверия, по цифрам вы это видите, со стороны части избирателей. Ее устойчивость все больше зависит не только от коалиционного договора, но и от внешних факторов. Главным испытанием сегодня станут региональные выборы. Если в Саксонии-Анхальте или Мекленбург-Переднем Померании альтернатива для Германии покажет высокий результат, внутренние противоречия могут резко усилиться. Еще одной серьезной темой остается реформа здравоохранения от Нины Варкин. И парадокс в том, что большинство понимает, система испытывает нагрузку и перемены просто неизбежны. Но то, как эту реформу пытаются объяснить населению, вызывает недовольство. Бинкерт указывает на ключевую проблему: часть расходов предлагается компенсировать за счет взносов застрахованных граждан. По сути, нагрузка все больше смещается именно куда? На работающее население. И вот здесь возникает более широкий вопрос справедливости. Когда политики уровня Клинболя заявляют сегодня, что в бюджете не хватает средств, люди задают вполне логичный вопрос: почему ограничения чаще всего ощущают именно на уровне обычных налогоплательщиков? Все больше граждан начинают сомневаться в том, насколько эффективно распределяются эти ресурсы. Рецепт стабилизации для Мерца и его команды звучит сегодня просто, но требует реальных действий. Необходимо показывать ощутимые результаты, а не только одни заявления. Результаты выборов – это то отражение восприятия власти. Если в сентябре восточные земли покажут усиление оппозиционных настроений, это будет восприниматься как закономерный итог текущего курса и ожиданий общества. Но вы знаете, пока сегодня политики в Берлине спорят о своих рейтингах, одновременно разворачиваются и масштабные изменения в энергетическом секторе, которые, можно сказать так, определят, кто в будущем будет контролировать ключевые ресурсы Германии. В центре внимания оказалась компания ZEFE. Это, напомню, бывшее подразделение Газпрома, которое немецкое правительство было вынуждено взять под свой собственный контроль еще в 2022 году. Тогда это было вопросом национальной безопасности, поставки газа с востока фактически прекратились, и чтобы не допускать серьезных сбоев в энергетике, государству пришлось национализировать, скажем так, эту структуру. Нужно понимать, что ZEFE – это не просто какой-то посредник, а один из ключевых элементов системы. Она управляет подземными хранилищами и большой сетью газопроводов. Если бы эта компания перестала работать, надежность снабжения домов и предприятий в Германии оказалась бы под серьезной угрозой. Однако в аналитических кругах сейчас активно обсуждается тот факт, что Германия по закону не может долго удерживать ZEFE в госсобственности. Еврокомиссия установила требования: к 2028 году Берлин должен продать не менее 75% акций именно частным инвесторам. Подготовка к этому процессу уже началась. По информации из источников, близких к правительственным структурам, первым этапом может стать привлечение около 2 миллиардов евро от новых инвесторов. Эти средства планируется направить на модернизацию трубопроводов и расширение мощностей газохранилищ. То есть, по сути, речь идет о подготовке инфраструктуры к дальнейшим изменениям в структуре самой собственности. Но для кабинета Мерца этот процесс остается крайне чувствительным, поскольку энергетика относится к критически важным секторам. Правительство не может просто взять и передать активы любому покупателю. В кулуарах обсуждаются строгие критерии отбора инвесторов.
Власти намерены тщательно проверять потенциальных участников этой сделки, чтобы контроль над ключевой инфраструктурой не оказался у структур, которые могут создавать риски для стабильности поставок. В итоге сейчас складывается сложная задача выполнить требования вроде бы Брюсселя по приватизации и одновременно сохранить контроль над стратегически важной системой. Планы по возвращению энергетического гиганта в частные руки вызывают сегодня массу вопросов, ведь на кону стоит не просто прибыльный актив, а энергетическая стабильность миллионов домохозяйств. Генеральный директор компании ZEFE Эгберт Лайеге прямо заявляет, что сейчас идут плотные консультации с правительством о введении особых критериев для покупателей. Это не тот случай, когда актив передадут просто по максимальной цене. Руководство компании настаивает на преференциях и ограничениях, чтобы гарантировать бесперебойную работу сетей в Германии и Европе. То есть фактически мы видим попытку сформировать ограниченный круг инвесторов, где участие случайных или политически зависимых игроков будет существенно ограничено. Ситуация еще усложняется и тем, что спокойных времен на энергетическом рынке не ожидается. Напряженность на Ближнем Востоке быстро отражается на ценах на топливо и в платежках за отопление. Для ZEFE это двойственная такая ситуация, то есть с одной стороны ее роль как гаранта стабильности усиливается, что повышает стоимость компании, а вот с другой любая сделка по ее продаже становится крайне чувствительной. Власти стараются минимизировать те риски, поскольку возможные ошибки в будущем могут повлиять на контроль над ценами и стабильностью поставок. Многих интересует, как же технически будет организован этот процесс. В аналитических кругах сейчас обсуждается три основных сценария. Первый – это участие индивидуальных инвесторов. Это вариант, при котором государство может предложить акции напрямую гражданам. Это позволило бы распределить владения среди широкого круга инвесторов, не концентрируя контроль в одних руках. Второе – ИПА. То есть первичное публичное размещение. Если говорить простым языком, это выход компании на биржу. В этом случае широкий круг участников от банков до частных лиц получают возможность приобрести долю в этой компании. Однако эксперты отмечают, что проведение полноценного ИПА задача сложная, требуется масштабная подготовка, аудит и соблюдение сроков, установленных на уровне ЕС. Третий вариант – комбинированная модель. Своего рода такой гибридный подход, при котором часть акций передается крупным проверенным партнерам, а часть распределяется на внутреннем рынке или среди сотрудников компании. Пока что наиболее вероятным выглядит смешанный вариант, поскольку классическая ИПА требует времени, которого у правительства Фридриха Мерца немного. В любом случае Германия находится на этапе крупной трансформации энергетического сектора, где ключевую роль будут играть не только экономические, но и стратегические интересы. На фоне грядущей приватизации компании ZEFE в экспертном сообществе обсуждается еще одна очень амбициозная идея. Это создание крупного энергетического холдинга путем возможного объединения с корпорацией Uniper. В аналитических кругах этот сценарий рассматривается довольно активно, ведь Uniper, напомню, в 2022 году также прошла через процедуру государственного спасения. Логика сторонников объединения понятна. Один крупный холдинг мог бы работать эффективнее, снижая издержки и усиливая свои позиции на международном рынке. Однако генеральный директор ZEFE Эгберт Лайеге пока относится к этой идее с осторожностью. По информации из отраслевых источников, руководство компании не стремится к какому-то сложному процессу объединения и предпочитает развиваться самостоятельно, сохраняя гибкость в принятии решений. Такая вот осторожность во многом объяснима, ведь в Германии, вы знаете, уже были случаи, когда сделки с инфраструктурными активами вызывали широкий общественный и политический резонанс. Один из примеров, напомню, это компания Tanquid, управляющая сетью нефтепроводов и хранилищ. Она была продана американской корпорации Sanoka, входящей в группу Energy Transfer. Этот случай активно обсуждался тогда, поскольку затрагивал вопрос участия иностранных инвесторов в стратегически важных активах.
Если же посмотреть еще шире, становится очевидно, что инфраструктура Германии уже во многом интегрирована в международные инвестиционные потоки. Например, в электросетях голландский оператор, вы знаете, TenneT, управляет значительными участками передачи энергии. Бельгийская компания Elia владеет контрольным пакетом акций сетевого оператора 50 Гц. В портовой той же инфраструктуре, включая Гамбург, присутствует китайская государственная корпорация COSCO. С экономической точки зрения это отображает глобальное движение капитала и взаимосвязанность рынков. Однако одновременно это поднимает вопрос о балансе между открытостью для инвестиций и сохранением контроля над ключевой инфраструктурой Германии. И именно поэтому процесс продажи акций ZEFE вызывает такое внимание. Речь идет не только о коммерческой сделке, но и о том, как Германия выстроит свою долгосрочную стратегию в энергетике. Вопросы национальной безопасности сегодня решаются не только, кстати, на уровне энергетических стратегий, но и в залах судебных заседаний, например, где Италия запускает крайне спорный миграционный эксперимент. Кабинет министров Джорджии Мелони внедряет систему финансовых стимулов для юристов, работающих с иностранцами. Суть новой инициативы, которую уже одобрил Сенат, заключается в выплате государственных бонусов тем адвокатам, кто сможет убедить своих подзащитных выбрать добровольное возвращение к себе на родину. В аналитических кругах этот шаг уже называют попыткой повлиять на позицию защитников, что может, соответственно, изменить баланс их независимости в подобных делах. Масштаб финансирования этой схемы вызывает активное обсуждение. По информации из источников, близких к правительственным структурам, на 2026 год предусмотрено около 246 тысяч евро, а в ближайшие 2 года бюджет планируют увеличить. По оценкам, вознаграждение за один подобный случай может составлять около 615 евро. Для юридического сообщества Италии это стало неожиданным решением. Национальная коллегия адвокатов заявляет, что их позиция не была учтена, а президент организации Франческо Греко отмечает, что профессиональное сообщество фактически поставили перед фактом уже после принятия инициативы. И здесь возникает серьезный вопрос профессиональной этики. Союз адвокатов по уголовным делам уже назвал подобные выплаты противоречащим основным принципам правовой системы. Ключевая претензия заключается именно в том, что адвокат должен представлять интересы самого клиента, сохраняя независимость от государственных стимулов. Вознаграждение за результат, совпадающий с интересами властей, может ставить под сомнение этот принцип. Ассоциация судей также выражает обеспокоенность, если доход юриста напрямую зависит от решения клиента уехать или остаться, возникает риск снижения доверия к системе защиты прав. Ситуация вызывает и дополнительные вопросы из-за изменений в самой системе юридической помощи. Новый закон ограничивает государственную поддержку при обжаловании решений о выдворении. То есть в результате часть мигрантов может остаться без бесплатной защиты, в то время как для адвоката вводятся наоборот финансовые стимулы, связанные с исходом дела. Это создает такую сложную правовую и этическую, назовем так, ситуацию, где баланс между интересами государства и правами человека становится предметом острой дискуссии. А градус политического противостояния в Риме сейчас очень высокий, и оппозиция не сдерживается в своих оценках, комментируя новые методы кабинета Мелони. Рикардо Маджи, это лидер проевропейской партии Пью Европа, в своих заявлениях использовал крайне жесткие сравнения, охарактеризовав политику властей как подход в стиле Дикого Запада. В аналитических кругах также активно обсуждают его слова о том, что Италия приближается к методам службы ICE. Это иммиграционного ведомства Соединенных Штатов Америки, которое вызывало широкий общественный резонанс во времена Дональда Трампа. По его мнению, в таких условиях возникает риск конфликта интересов, при котором роль адвоката может оказаться под давлением. Демократическая партия Италии также называет происходящее серьезной законодательной ошибкой. По информации из парламентских источников, основное недовольство связано не только с самими выплатами, но и с возможными последствиями для статуса юридической профессии.
Оппоненты Джорджи Мелони считают, что подобные меры могут ослабить баланс между государственными интересами и защитой прав человека, усиливая то административное влияние на правовые процессы. Однако важно понимать, что так называемый адвокатский бонус – лишь часть более широкой стратегии Рима. По данным из отраслевых источников, правительство уже закрепило возможность использования военно-морских мер в исключительных ситуациях. Параллельно Италия продвигает проект создания центров приема мигрантов за пределами Евросоюза, в частности в Албании. По информации из судебных кругов, реализация этой инициативы идет очень медленно. Итальянские суды сегодня регулярно пересматривают решения правительства, ограничивая их применение. Но такая активность властей во многом связана именно с давлением самой статистики. По данным Евростата, за прошлый год из Евросоюза было выдворено более 130 тысяч человек. При этом Германия остается лидером по количеству реализованных решений, тогда как показатели Италии заметно ниже. Из примерно 21 тысячи постановлений о высылке удалось реализовать менее 5 тысяч. Для правительства, как вы понимаете, которое строило свою повестку на усиление миграционного контроля, такие результаты становятся серьезным политическим вызовом, требующим поиска новых решений. Но давайте так, прежде чем мы с вами перейдем к вопросу жизни на пенсии, сначала стоит разобраться в том, насколько прочен финансовый фундамент обычного жителя Германии сегодня и сколько денег на самом деле хранится на банковских счетах у тех, кого принято называть средним классом. Ответить на этот вопрос о накоплениях нормального человека крайне сложно, но само понятие нормы в экономике – это вещь растяжимая. А банковская тайна, вы знаете, по-прежнему не позволяет заглянуть в каждый кошелек. Тем не менее, по данным социального отчета можно увидеть общую картину благосостояния немецкой семьи. Цифры показывают значительный разрыв. Если брать средний чистый капитал на одно домохозяйство, то он составляет около 316,5 тысяч евро. Но важно здесь понимать, что эта цифра заметно искажена за счет наиболее обеспеченных слоев населения. В аналитических кругах гораздо чаще опираются на более показательный пример. Это, как я вам когда-то рассказывал, медианное значение. Оно составляет около 106 600 евро. Для тех, кто не силен в статистике, я объясню. Медиана – это та самая линия, которая делит страну на две равные части. У одной половины жителей накоплений больше этой суммы, у другой, соответственно, меньше. Разница между средним значением и медианой наглядно показывает, насколько неравномерно распределено сегодня благосостояние. А эксперты отмечают, что такая диспропорция повышает чувствительность домохозяйств к экономическим изменениям. Когда у значительной части населения финансовый запас, вы понимаете, ограничен, любые какие-либо колебания цен или изменения в социальной системе могут ощутимо отражаться на их повседневной жизни миллионов семей. Сегодня в Германии сложилась довольно характерная финансовая привычка, которую многие эксперты также называют зависимость от текущего счета. Немцы традиционно, вы знаете, доверяют обычному банковскому счету – жироконто. Все, от зарплаты до накоплений на будущее. Но в аналитических кругах сейчас активно обсуждают, насколько вообще это эффективно в современных условиях. По сути, текущий счет – это такой транзитный, назовем, узел для оплаты аренды, страховки и счетов за электричество. Держать там весь свой капитал означает фактически не использовать его потенциал. Конечно, никто не отменял важность финансовой подушки. Жизнь, вы понимаете, непредсказуема. Сегодня может сломаться стиральная машина, завтра потребуется дорогостоящий ремонт автомобиля. Эксперты из общества по защите прав потребителей рекомендуют базовый ориентир, то есть иметь в бытовом доступе сумму, равную 2-3 чистым зарплатам. Согласитесь, для многих сегодня это звучит как серьезная финансовая цель. При этом подход всегда индивидуален. Если, например, одному человеку может хватить небольшой суммы на непредвиденные расходы, то для семьи с детьми резерв должен быть существенно выше. Если не получается сразу отложить крупную сумму, экономисты предлагают простую стратегию. Направлять на резервный счет хотя бы
5% от ежемесячного вашего дохода. Это та доля, которая не влияет резко на текущий уровень жизни, но позволяет вам постепенно формировать финансовую устойчивость. Но вот в чем здесь ключевой момент. Хранение значительных сумм на текущем счете может приводить к постепенному снижению их покупательской способности. Вы понимаете, в условиях инфляции деньги на обычном счету теряют свою стоимость, поскольку цены в магазинах растут, а процентные ставки по таким счетам, как правило, минимальны или вообще отсутствуют. По данным из банковского сектора, в отдельных случаях могут встречаться дополнительные комиссии или даже отрицательные ставки, при которых доходность фактически становится отрицательной. В результате ваши средства не работают и не приносят доход, тогда как альтернативные финансовые инструменты могли бы частично компенсировать инфляционное давление. Когда вы понимаете, что ваш капитал на обычном счете, имея в виду, постепенно теряет свою покупательную способность, пора переходить к конкретным действиям. Любые излишки, которые выходят за рамки вашей операционной подушки, должны начинать работать на вас. Самый простой и понятный шаг для многих – это сберегательный счет. Да, проценты там не сделают вас богатыми, но это уже и не ноль, и не те случаи, когда доходность отсутствует полностью или остается символической. Это ваш такой первый базовый барьер защиты от инфляции. Однако, если вы хотите не просто сохранять деньги, а постепенно увеличивать свой капитал, стоит вам обратить внимание на ценные бумаги. Для тех, кто не готов активно следить за рынком, есть более простой инструмент – ETF. Если говорить простыми словами, это готовый набор акций сотен крупнейших компаний мира, объединенный в один продукт. Инсайдеры из финансовых кругов часто рекомендуют глобальные индексные фонды, например, такие как MSCI World. Инвестируя в них, вы фактически становитесь участником глобальной экономики. Даже если отдельные компании показывают какую-то слабую динамику, другие компании компенсируют колебания внутри самого портфеля. В аналитических кругах сейчас активно обсуждается и стратегия регулярных инвестиций. Это когда вы не вкладываете сразу всю крупную сумму, а систематически месяц за месяцем направляете в ETF даже небольшие средства. Такой подход помогает сглаживать рыночные колебания и на длинной дистанции от 5 лет и более формировать доход, который может перекрывать инфляцию. Для тех же, кому важна максимальная гибкость и доступ к деньгам в любой момент, сейчас активно развивается сегмент денежного рынка. Процентные ставки там сегодня, напомню, находятся на уровне около 3,5%. Это достаточно такой консервативный инструмент, он позволяет получать стабильный доход и частично компенсировать рост цен, не подвергая ваш капитал высоким рыночным рискам. Главное для вас – это начать использование доступных финансовых инструментов, а не оставлять средства без движения на счетах с минимальной доходностью. Но на самом деле все эти разговоры о личных инвестициях и накоплениях в Германии сегодня – это не просто какие-то отдельные советы финансистов, а именно отражение постепенного перехода к тому, что старая пенсионная модель начинает терять прежнюю устойчивость. Выступая на юбилее немецкой банковской ассоциации, канцлер Фридрих Мерц фактически обозначил пределы возможностей системы солидарности поколений. По его словам, государственное страхование в ближайшем будущем может гарантировать лишь какую-то небольшую базовую защиту, то есть уровень выплат, который может быть недостаточно для сохранения привычного качества жизни. Канцлер отметил, если человек хочет на пенсии не только покрывать базовые потребности, рассчитывать исключительно на выплаты из бюджета уже сложно. В кулуарах правительства сейчас активно обсуждается переход к модели, где больший акцент делается на частное и профессиональное накопление. Мерц настаивает, что гражданам потребуется активнее инвестировать в фондовый рынок и капитальные активы. По сути, часть ответственности за уровень жизни в пожилом возрасте постепенно смещается от государства к самому человеку. И формируется это как добровольный подход, что на практике означает меньший объем прямых государственных гарантий. На текущий момент специальная комиссия готовит пакет рекомендаций по реформе, которые планируется представить уже этим летом,
По информации из источников, близких к кабинету министра, власти пытаются устранить накопившиеся структурные дефициты. Мерц заявляет, что правительство работает над снижением цен на энергию и реформой подоходного налога, чтобы у граждан оставалось больше чистых средств для самостоятельного формирования именно пенсионных накоплений. Несмотря на официальные отчеты о результатах работы коалиции за неполный год, канцлер признает, достигнуто пока недостаточно. В обществе постепенно усиливается понимание, что на самом деле пенсионная система Германии будет меняться, включая обсуждение возраста выхода на пенсию и уровня самих выплат. Становится очевидным, что модель, в которой государственная пенсия воспринималась как основной гарант стабильности, постепенно трансформируется и все большее значение приобретает именно личное накопление и финансовая самостоятельность. Нарастающее напряжение внутри правительства достигло уже той точки, когда канцлер вынужден переходить к более жесткой риторике в адрес своих партнеров по коалиции. Фридрих Мерц публично заявил о начале крайне серьезных переговоров с социал-демократами, на которых он намерен требовать от СДПГ больше политической согласованности. В кулуарах Берлина это воспринимается как какая-то попытка Мерца усилить контроль над реализацией своей повестки. Канцлер открыто выразил недовольство темпами работы Кабмина, подчеркнув, что достигнутые результаты пока лишь частично соответствуют задачам по стабилизации экономики. Он ожидает, что социал-демократы смогут снизить внутренние разногласия в коалиции, которые в последние месяцы замедляли законотворческий процесс и приводили к постоянным спорам и блокировкам. Одной из главных точек разногласий сегодня стала стратегия развития энергетики. По информации из источников, близких к Министерству экономики, Мерц настаивает на ускорении строительства новых газовых электростанций. Это ключевой вопрос. Промышленности необходимы стабильные мощности, которые не зависят от погодных условий. При этом отдельное внимание привлекает его позиция по системе государственных субсидий для зеленой энергетики. Канцлер сделал довольно резкое для текущих политического контекста заявление. Он подчеркнул, что солнечная и ветровая генерация в целом являются важным направлением, однако объем государственных выплат за избыточную энергию вызывает серьезный вопрос. Сейчас в Германии сложилась такая ситуация, при которой при сильном ветре ветряные станции производят избыточное электричество, которое не всегда можно эффективно просто-напросто использовать или хранить, но при этом государство продолжает выплачивать компенсации производителям. Цитата: «Мы больше не можем игнорировать эту проблему», — отметил Мерц. То есть, фактически канцлер обозначил курс на пересмотр неэффективных расходов. В аналитических кругах сейчас активно также обсуждают, готов ли он к более еще жесткому политическому противостоянию внутри коалиции ради корректировки экологических субсидий. Если социал-демократы не согласятся на пересмотр подходов и не поддержат ускорение газовых проектов, правительству может грозить очередной период блокировок и замедления решений, что в условиях этого 2026 года создает дополнительное давление на всю политическую систему Германии. И это еще не все. Хотя мы с вами сейчас и наблюдаем, как канцлер Фридрих Мерц ведет те затяжные споры с партнерами по коалиции, правительство при этом вынуждено предпринимать оперативные шаги, чтобы частично снизить уровень недовольства из-за роста расходов в повседневной жизни. С 1 мая 2026 года в Германии вступает в силу решение о временном снижении налоговой нагрузки на топливо. Согласно планам Кабинета министров, эта мера должна действовать в течение 2 месяцев. В аналитических кругах сейчас активно обсуждаются данные издания Handelsblatt, согласно которым литр бензина и дизеля на заправках может подешеветь примерно на 17 центов. Это своего рода такой механизм смягчения, призванный уменьшить ценовой скачок, связанный с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Параллельно власти подготовили еще один инструмент поддержки. Это работодателям официально разрешили выплачивать сотрудникам специальную премию в размере до 1000 евро. Главный плюс в том, что эта сумма полностью освобождается от любых налогов и социальных взносов. Однако для миллионов немецких водителей ключевой вопрос остается прежним.
когда они фактически увидят обещанное снижение цен на табло АЗС. Инсайдеры сегодня предупреждают, не стоит ожидать мгновенного падения цен ровно с 1 мая. Проблема кроется в механике немецкого налогообложения. Акциз, вы знаете, начисляется в момент, когда топливо покидает нефтеперерабатывающий завод или крупное хранилище. Это означает, что часть топлива, которая к 1 мая уже находится в бензовозах или на заправках, была закуплена по старым ставкам. В тексте закона прямо указано, что снижение стоимости будет происходить с задержкой и постепенно. По данным из источников в отраслевом союзе топлива и энергии, ситуация по стране будет неравномерной. Согласно информации издания Bild, к началу действия льготы многие АЗС будут работать по старым запасам более дорогого топлива. Скорость обновления цен будет зависеть от логистики, то есть крупные станции на автобанах, где оборот выше, смогут перейти на новые ценники быстрее. А вот небольшие региональные заправки могут сохранять старые цены дольше. Дополнительная сложность еще в том, что похожая задержка появится и при завершении льготы, когда дешевое топливо еще некоторое время будет реализовываться уже после возврата прежних налоговых ставок. Но, несмотря на оптимизм официальных заявлений, представители топливной индустрии призывают смотреть на ситуацию более сдержанно, напоминая, что налоговые маневры Берлина – это в первую очередь попытка смягчить последствия более глубоких структурных проблем. Кристина Кюхер, возглавляющая влиятельный союз топлива и энергии, прямо говорит: правительственные меры могут поддержать экономику буквально в краткосрочной перспективе, но они не устраняют фундаментальные ограничения. Реальность 2026 года такова, что в мире и в Европе в частности наблюдается напряжение с доступностью нефтепродуктов. В кулуарах энергетических форумов сегодня звучат оценки, согласно которым значительная часть мировых запасов нефти и топлива сейчас ограниченно доступна для рынков из-за санкций, логистических ограничений и геополитических конфликтов. Именно поэтому отраслевые союзы сегодня не дают жестких гарантий, что цены на табло АЗС снизятся ровно на заявленные Мерцем величины. Потому что на итоговую стоимость одновременно влияет множество факторов, от биржевых котировок нефти до уровня конкуренции в конкретном регионе. К этому еще добавляется и вторая мера поддержки, как я сказал, премия до 1000 евро от работодателей. Это рассматривается как способ, скажем так, частично компенсировать какой-то хоть рост расходов, однако это не влияет напрямую на себестоимость самого топлива. Для обычного водителя сейчас важно сохранять спокойный подход. Если вы планируете поездки на первые числа мая, специалисты советуют не спешить с заправкой ровно в момент запуска реформы. Из-за особенностей начисления акциза в первые дни месяца на многих станциях еще может оставаться топливо, закупленное по старым ставкам. Инсайдеры рынка сегодня рекомендуют также подождать несколько дней, пока цепочка поставок полностью перейдет на новые налоговые условия. Сейчас особенно полезно использовать мобильные приложения для отслеживания цен и заранее проверять стоимость топлива по вашему маршруту, особенно при дальних поездках. Реальная экономия начнет формироваться только тогда, когда логистика и налогообложение полностью адаптируются к тем новым правилам. На этом у меня на сегодня все. Следите за ценами на табло, планируйте заправки без спешки и внимательнее относитесь к своим расходам. В нынешних условиях именно расчет помогает удерживать вам бюджет под контролем, и об этом мы с вами продолжим говорить в следующих выпусках. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.